Его нашли во льду и сначала приняли за туриста, погибшего пару лет назад. Ему было 5300 лет. Сентябрь 1991. Ледник Симилаун на границе Италии и Австрии. Его назвали Эце. Кожа держалась на костях так, будто он лег в снег вчера. Лицо застыло немирно, рот приоткрыт, спина неестественно изогнута, будто он до последней секунды жизни от кого-то отбивался. Судебная экспертиза быстро разрушила первую версию. Он не замерз в метели, не упал от голода. В его плече застряла стрела, пробившая артерию. Его убили. Это старейшее документально подтвержденное убийство в истории человечества. А того, кто выпустил стрелу, никто никогда не искал, потому что убийца тоже мертв уже 5000 летий. Дело давно закрыто за древностью лет, но следующие 15 лет показали другое. Человек, который первым прикоснулся к телу, погиб той же смертью, что и сам Эце, замерз в снегу на том же хребте. Врач, который первым вскрыл тело в морге, разбился по дороге на лекцию о своей находке. Спасатель, искавший тело погибшего первооткрывателя, умер от сердечного приступа в день его похорон. К концу этого видео вы будете знать именно всех, кто погиб после встречи с ледяным человеком, что об этом думает официальная наука и почему один из тех, кто громче всех смеялся над разговорами о проклятии, не дожил до конца собственного расследования. Первыми его нашли не ученые, а обычные туристы. Немецкая пара Хельмут и Эрика Симон поднимались по леднику в свой привычный отпускной поход. Хельмут заметил бурое пятно, торчащее изо льда, и решил еще один альпинист, разбившийся где-то здесь в прошлые годы. Такие находки на леднике случались и раньше. Он сфотографировал тело и спустился вниз, сообщив полицию. Полиция приехала с инструментом, каким обычно вскрывают лед вокруг замерзших туристов. Отбойный молоток. Тело успели повредить еще до того, как кто-то понял, с кем на самом деле имеют дело. Только когда останки привезли в Инсбрук, судебный антрополог Конрад Шпиндер присмотрелся внимательнее. И первая странность бросилась в глаза сразу. Рядом с телом лежал топор, но лезвие было медным, металл, который в Европе перестали использовать за тысячи лет до нашей эры. Дальнейшая экспертиза выдала цифру, в которую отказались верить даже сами исследователи. 5300 лет, старше египетских пирамид, старше Стоунхенджа. Единственное на планете настолько хорошо сохранившееся тело человека медного века с кожей, внутренними органами, содержимым желудка и татуировками, все еще различимыми на коже. Эти татуировки оказались отдельной сенсацией. Простые линии и точки, нанесенные не для красоты, а точно вдоль суставов, пораженных артритом, там, где болело. Ученые, изучавшие акупунктуру, были поражены. Расположение точек почти совпадало с меридианами, которые официально появятся в китайской медицине только через 2000 лет после смерти этого человека. Содержимое желудка рассказало еще одну часть истории. Последний прием пищи – мясо горного козла и оленя, дикие злаки, пыльца хмелеграфа. По пыльце определили даже время года, конец весны или начало лета. Человек, которого сочли случайной жертвой снежной бури, на самом деле спокойно поел за несколько часов до смерти. Погода была ни при чем. Раны на теле складывались в историю схватки, растянувшейся минимум на 2 суток. Порез на ладони – защитная рана, как от чужого клинка. Синяки и ушибы на теле – следы борьбы, случившиеся незадолго до смерти. А в 1997 году, спустя 6 лет после находки, на рентгеновском снимке наконец разглядели то, что пропустили раньше. Кремниевый наконечник стрелы, застрявший глубоко в левом плече, прямо у подключичной артерии. Еще через несколько лет анализ ДНК на его оружии и одежде дал последний штрих к портрету убитого. На наконечнике его собственной стрелы нашли кровь 2 разных людей. На пальце кровь 3-го. Человек, которого убили в спину, перед этим сам убил как минимум 2 нападавших и, вероятно, вынес с поля
боя раненого товарища. Это была не случайная стычка, это была охота на конкретного человека, длившаяся 2 суток, и она закончилась выстрелом ему в спину, когда он уже решил, что оторвался. Шпиндлер, руководивший всей этой экспертизой, публично назвал разговоры о проклятии мумии суевериями непросвещенных журналистов. Именно эта его фраза попала во все газеты. Он же первым и озвучил вслух то, что его команда уже несколько лет старалась не обсуждать между собой. У находки была на редкость плохая компания. Райнер Хен, судмедэксперт, первый официально исследовавший тело в морге, погиб в 1992 году в автомобильной аварии по дороге на лекцию, где должен был рассказать именно об этом вскрытии. Курт Фриц, горный проводник, помогавший вывозить тело с ледника, через год погиб в лавине на том же хребте. Райнер Хёльц, австрийский журналист, снявший часовой документальный фильм об этой находке, умер от опухоли мозга через несколько месяцев после премьеры своего же фильма. По отдельности 3 несчастных случая, какие время от времени случаются с людьми, которые работают в горах, и с журналистами, снимающими репортажи. Именно так это тогда всем и объяснили. 2004 год. Хельмуту Симу, тому самому туристу, что нашел тело 30 лет назад, было 67. Он снова пошел в горы, в тот же массив, где когда-то наткнулся на Эцце. Его застал внезапный снежный буран. Тело искали несколько дней и в итоге нашли вмерзшим в лед почти в той самой позе, в какой он сам когда-то нашел ледяного человека. На похороны Симона приехал начальник спасательного отряда, руководивший поисками Дитер Варнек. Через час после церемонии прямо у могилы у него случился сердечный приступ. Он умер там же, не приходя в сознание. Не прошло и года, как не стало Конрада Шпиндера, того самого ученого, что вслух смеялся над разговорами о проклятии. Официальная причина – осложнение рассеянного склероза, диагноз, который у него был задолго до находки Эцце. Совпадение по срокам заметили не только журналисты, но и часть его собственных коллег по институту. Следующим в этом списке оказался Том Ллойд, американский молекулярный биолог. Именно он сумел выделить и прочитать следы крови на оружии Эцце, тот самый анализ, что доказал, человек изо льда убил как минимум 2 нападавших на него людей. Ллойда нашли мертвым дома в возрасте 63 лет, редкое наследственное заболевание крови, о котором он и сам знал не так давно. Ученые статистики отвечают на весь этот список одной простой фразой. За 30 с лишним лет с телом Эцце так или иначе соприкасались десятки людей. Исследователи, спасатели, журналисты, фотографы, музейные работники. При таком количестве причастных несколько смертей за 15 лет статистически почти неизбежны, а совпадение дат само по себе ничего не доказывает. Сегодняшние ученые, которые работали в музее, специальной лаборатории в Бальцено, не испытывают по этому поводу ни малейшего беспокойства. И все же есть одна деталь, которую не объясняет никакая статистика. Из всех участников этой истории лишь один так и остался жертвой без имени убийцы. Стрела в спине Эцце не легенда для документалок, а прямая физически подтвержденная улика древнейшего раскрытого убийства в истории человечества. Человека, который 5000 лет назад изо всех сил пытался скрыться высоко в горах, в итоге нашли. Того, кто выпустил в него стрелу и оставил истекать кровью на леднике, не нашли до сих пор и уже не найдут никогда. Если история нераскрытых дел цепляют вас так же, как меня, подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не пропустить следующее расследование. И напишите в комментариях, что вы думаете. За случайными смертями иногда стоит нечто большее, чем статистика, или объяснение ученых вас убеждает полностью. Это же видео доступно на Рутубе в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылки на эти площадки есть под этим видео. А если вас затягивают истории про тела, которые столетия спустя выглядят так, будто вот-вот откроют глаза, обязательно посмотрите наше видео про Розалию Ломбардо, самую красивую мумию в мире, ссылка тоже в описании.